Любопытно, очень любопытно. И как его искать, этот режим? Без осциллографа и прочих приборов. Руководство предлагает прямо практический метод на слух. То есть берем знакомые треки, тестовые какие-то, и с помощью специальной программы, там упоминается аудиоконвертер, конвертируем их в разные форматы, разные разрешения, которые ЦАП поддерживает. Да, совершенно верно. И при этом важно еще поиграться с настройками самого конвертера. Там есть дезеринг, есть разные фильтры передискретизации. Вот с этим всем тоже стоит поэкспериментировать. А потом, да, просто садимся и внимательно слушаем на своей системе. Какой вариант чище, естественнее звучит, тот и наш. Забудь, тебе не нужна идеальная студия. Повесь одеяло, подушки или тяжелые шторы за спиной и по бокам от микрофона. Это сделает звук суше. Ну и отдельно, конечно, стоят ЦАПы для DSD формата. Давай по порядку. Резистивные. Звучит основательно. Как они работают? Ну, идея простая, в общем-то. Есть набор резисторов, очень точных. Цифровая форма акустической волны состоит из последовательности кодов, сэмплов. Код цифрового сигнала управляет электронными переключателями. Они конфигурируют схему из резисторов, и она напрямую создает напряжение, которое соответствует цифровому коду. Прямо вот так? Да, прямо. Но тут и главная сложность. Точность этих резисторов. Нужен идеальный подбор, а они все немножко разные. Это называется допуск. Плюс их параметры от температуры зависят. И вот эта неточность дает нелинейность ЦАПа, искажающую звук. Особенно для 24 бит, где шкала огромная. И добиться идеала очень сложно. И дорого. R2R чем-то отличается? Там используется всего два номинала резисторов – R и 2R. Это чуть упрощает изготовление по сравнению с бинарно взвешенными, где для каждого бита свой резистор нужен. Но проблема точности остается. И вот эта нелинейность, ее слышно? Или это больше теорию? Иногда услышать можно. Эти мелкие погрешности могут давать искажения. Особенно если в сигнале есть ультразвук. Он сам по себе не слышен. Но из-за нелинейности может породить слышимые артефакты в звуковом диапазоне. Называются интермодуляционные искажения. Понятно. То есть сложно и дорого сделать хорошо. Изначально Sony и Philips придумали это для супераудио CD. Понятно. Так, а с файлами? Вот источники упоминают DSF и DFF. В чем разница-то? Да, DSF и DFF. Если не копать глубоко в технические дебри типа сжатия, то сами аудиоданные внутри у них одинаковые. Главное отличие, вот прям ключевое, это метаданные. DSF, который с расширением .dsf, он как бы изначально спроектирован, чтобы хранить информацию, название трека, альбом, исполнитель, обложку туда можно вшить. То есть удобно для фонотеки. Да, а DFF, который .dff, он такой более спартанский, стандартно метаданные не поддерживает. Ну, то есть иногда их туда запихивают в ID-3 как в MP3, но не все плееры это понимают. Ясно. Зато DSDF может использовать сжатие без потерь, DST называется. DSF не сжатый. На сам звук, вот если сравнивать один и тот же трек в DSF и DSDF без сжатия, разницы не будет. Да, эта деталь любопытная. Фильтрация ультразвуковых частот в режиме Optimized. Она убирает частоты выше порога слышимости. Зачем? Мы же их не слышим. Верно, не слышим. Но дело в том, что вот эти неслышимые частоты, они при воспроизведении на некотором оборудовании, особенно на ЦАПах, цифроаналоговых преобразователях, могут создавать так называемые интермодуляционные искажения. То есть помехи уже в слышимом диапазоне. Именно, нежелательные призвуки. И вот программа старается этот потенциальный источник проблем убрать заранее еще на этапе обработки файла.
Ага, то есть такая, получается, превентивная мера для чистоты звука уже на выходе. Но это зависит от тракта воспроизведения, я так понимаю. Совершенно верно. Но тут же пишут, что основная масса контента 24-битная. И вот вопрос. Есть ли практический смысл конвертировать 24 бита в 32? Что говорят? Вот это действительно ключевой момент, который поднимается. Да, указывают, что 24 бита — это то, с чем мы сталкиваемся гораздо чаще. Сам флаг, он гибкий, он поддерживает и 16, и 24, и 32 бита. Но вот целесообразность перевода 24 бит к 32 — это большой вопрос. Технически, да, можно. Но вот добавит ли это реально слышимого качества исходной 24-битной записи, зависит от конкретного ЦАПа, опыта и ощущений слушателя от записи. Понятно. Важно помнить, флаг любой битности, конечно, лучше по качеству, чем форматы с потерями, ну типа MP3 320, но и место на диске занимает заметно больше. А что именно делает оффлайн-подход более качественным? Главная сложность — ресэмплинг, то есть изменение частоты дискретизации. Если фильтры, используемые при ресэмплинге, недостаточно точные, появляются искажения и шум. Поэтому разработчики, которые стремятся к максимально прозрачному звучанию, уделяют огромное внимание качеству фильтров. Я знаю, что автор нашего канала, создатель AUI Converter, много лет экспериментировал с такими фильтрами. Да, можно сказать, что это один из примеров систематического подхода. В AUI Converter используются тысячи индивидуально рассчитанных и настроенных фильтров. На момент записи их уже 1734. Каждый фильтр оптимизирован под конкретную комбинацию частот дискретизации, чтобы минимизировать артефакты и сохранить натуральное звучание. Это подход, где точность ставится выше скорости. То есть цель — сделать конвертацию максимально прозрачной для слуха. Именно. Оценить эффективность таких алгоритмов можно по спектрограммам. Например, при переходе между форматами PCM и DSD видно снижение шумового фона примерно на 18 дБ по сравнению с типичными методами. Это заметное улучшение, особенно при работе с хай-резным материалом. Так, звучит интересно. Но тогда ключевой вопрос. Зачем конвертировать-то? Часто ведь говорят, что DSD как-то аналоговее, лучше. Не совсем так прямолинейно. Оба формата цифровые. Главная причина, почему вообще возникла идея конвертации, это то, как устроен конкретный ЦАП. Ну да. То есть дело в железе? Да. Некоторые ЦАПы, они спроектированы так, что им проще и, скажем так, естественнее работать именно с DSD. Они могут его почти напрямую превращать в аналоговый сигнал. Напрямую. Это как? Ну, используя очень простой аналоговый фильтр на выходе. Без сложной цифровой обработки, которая нужна для PCM. Вот это и называют нативной обработкой DSD. Ага. То есть ЦАП работает в своем оптимальном режиме. Вот. И для таких ЦАПов, да, воспроизведение DSD может звучать лучше, даже если сам файл изначально был PCM, а потом сконвертирован. Пол МакГойван из PS Audio как раз большой сторонник DSD, именно поэтому они считают, что на их ЦАПах это дает более живой аналоговый звук. Понятно. То есть мы как бы подсовываем ЦАПу тот формат, с которым ему комфортнее работать. О, да, фильтры — это ключевой момент для качества звука при конвертации. В аудиоконвертер в настройках есть выбор режима фильтрации. Если очень грубо... Есть режим Optimized. Он аккуратно срезает самый-самый ультразвук, выше 20 кГц. Считается, что это может быть полезно, чтобы уменьшить искажения уже на выходе ЦАПа. Часто его рекомендуют просто для прослушивания. Понятно. А другие? Есть Non-Optimized. Он, наоборот, старается сохранить как можно больше информации выше 20 кГц. Такой, более традиционный подход. Иногда его выбирают, если делают файлы, для других людей, чтобы не было вопросов, а что вы там отрезали. Логично. А G5? А Optimized G5 — это вариант Optimized фильтра.
тоже режет ультразвук, но он спроектирован так, чтобы давать меньше так называемого звона. Это такие короткие артефакты после резких звуков. Но он обычно медленнее работает. И какой выбрать? А вот тут универсального ответа нет. Выбор фильтра влияет на то, как звучат верха, как передается атака, фаза. Лучший совет — попробовать разные режимы на своей системе, со своим ЦАПом, и просто послушать ушами, что нравится больше. То есть экспериментировать надо. Обязательно. Но ведь остаются другие проблемы. Тот же DC-bias. Или если альбом непрерывный, как опера. Его же надо склеить без швов, даже если битрейт меняешь. Да, конечно. Простое копирование тут не всегда спасает. Поэтому в UI-конвертер есть разные режимы работы. Какие, например? Ну вот BitPerfect — это как раз точное копирование. DSD64 в DSD64, например. Для архивов идеально, и для ЦАП с DSD64. Но для непрерывных записей все равно нужен плеер Gapless. А если нужна обработка? Ну, громкость поменять или частоту дискретизации? Альбом может быть обработан как единое целое. Так делает технология True Gapless Conversion от Audiophile Inventory. То есть он склеивает треки? Да, он обеспечивает плавный переход между треками, даже если была обработка. Никаких щелчков или шума на стыках, но работает, конечно, медленнее, чем простое копирование. А с DC-bias что делать? Можно сделать короткое плавное затухание в конце трека и нарастание в начале. Микрофейды. Это реализовано в алгоритме Smooth DC, используемом в программе аудиоконвертера AUI Converter. И это убирает щелчок от DC-bias? Да, помогает при раздельном воспроизведении треков. Но для непрерывных альбомов это использовать нельзя. Почему? Потому что появятся паузы, затухания между треками там, где их быть не должно. Но можно применить Smooth DC только к самому началу первого трека альбома, если там есть щелчок. Понятно. Значит, выбор режима зависит от задачи. Либо точная копия, либо обработка без швов, либо подготовка к раздельному прослушиванию. Именно так. И еще можно паузы между треками вырезать при извлечении, если они не нужны. Хорошо, с автоматикой понятно. А что, если щелчок прямо внутри дорожки? Вот ты говорила, это руками надо. Но как редактировать DSD? Это же одинбитный формат. Да. Напрямую редактировать форму волны DSD — это, очень сложно, почти нереально на практике. Поэтому рабочий метод, который описывают он через конвертацию. Конвертацию во что? В PCM, но не просто в PCM, а в PCM очень высокого разрешения. Это как? Рекомендуют WAV 32 или даже 64 бита с плавающей точкой и частоту дискретизации 352 кГц или выше, используя, естественно, качественный конвертер. Тот же аудиоконвертер это умеет. Окей, получили High-Res Wave. Дальше что? А дальше нужен хороший редактор аудиофайлов. В нем можно изменить полученный WAV или FLAC-файл. В редакторе вы сможете найти щелчки и устранить их, и даже наложить различные эффекты. Следует учесть, что FLAC только целочисленный, и некоторые программы не поддерживают 32-битные разрешения. А если файл длинный, то WAV автоматически превратится в RF64. Это также может вызвать проблемы при открытии в некоторых программах. Кроме того, прежде чем менять файл, нужно изучить свой ЦАП. В зависимости от системы, в начале проигрывания файла ЦАП может инициализироваться. А это тоже может вызывать щелчки. И потом? Обратно в DSD? Да. Отредактированный WAV конвертируется обратно в DSD, в DSF или DFF. И важно, тем же самым качественным конвертером, которым делали DSD в PCM. Но вот эта двойная конвертация. DSD в PCM, потом PCM обратно в DSD. Это же вечная тема для споров. Звук не портится? Вот авторы материалов как раз подчеркивают. Если использовать действительно хорошие алгоритмы, качественные конвертеры и вот эти высокие параметры PCM 352 кГц и выше, 32-64 бит флот, то потери настолько малы, что их практически невозможно услышать. Проблема такая. Частота дискретизации 44,1 кГц. Обрезка на 20 кГц. Смотри, это плагин,
Он работает внутри основной программы AUI Converter. Это конвертер аудиофайлов. Цель плагина, когда ты делаешь upsampling, повышаешь частоту дискретизации файла, он не просто растягивает существующий звук, а пытается спрогнозировать и добавить высокочастотный спектр выше 20 кГц. Спрогнозировать. То есть не восстановить то, что было, а именно придумать. Придумать может слишком сильно сказано, но да, это прогнозирование. Там используется алгоритм, разработанный Audiophile Inventory. Называется Alpha-U. Он анализирует то, что есть в сигнале до 20 кГц, структуру звука, и на основе этого анализа строит гипотезу, как бы спектр мог продолжаться выше. Ага, то есть он как бы дорисовывает картину. А что с основной частью звука? Вот той, что до 20 кГц. Ее он трогает? Практически нет. Вот исходный сигнал от 0 до 20 кГц остается почти нетронутым. Может быть, совсем чуть-чуть, на самой границе около 20 кГц, чтобы переход был плавным, без резкого скачка. Теперь о самом премиальном типе – Variable Mu или ламповых компрессорах. Почему они так ценятся? Потому что это настоящий аналоговый шик. Эти компрессоры используют вакуумные лампы, где сама лампа меняет усиление, без транзисторов и без оптики, за счет изменения ее характеристик от уровня входного сигнала. Термин «μ» означает коэффициент усиления. Когда уровень сигнала растет, лампа сама подстраивается, в кавычках, уменьшая усиление. Отсюда и variable μ. И как это звучит? Богато, тепло и с легкой винтажной магией. Лампы добавляют четные гармоники, вторая, четвертая и так далее, воспринимаемые ухом как музыкально приятные. Это то самое теплое ламповое окрашивание, которое делает звук уютным и живым. Поэтому Variable μ компрессоры, вроде Fairchild 670 или Manley Variable μ, часто используют в мастеринге. Они не просто сжимают, они буквально склеивают трек, придавая всему миксу глубину, плотность и ощущение дорогого звука. Это последний штрих, тот самый клей, без которого микс может казаться разрозненным. То есть, если VCA — это точность, FET — энергия, опта — музыкальность, то Variable μ — это ламповое благородство и единство микса. Прекрасно сказано. Variable μ — это как ламповый финал, превращающий хорошую запись в шедевр. Тогда если звуковые данные те же самые, в чем практическая разница? Вот для меня, как для пользователя, между несжатым флаком и, старым добрым WAV. Неужели только расширение файла другое? Не совсем так. Смотри, ключевых отличий, можно выделить два. Первое и, наверное, самое важное на практике – это метаданные. Теги, обложки, вот это все. Именно. У FLAC есть четкий понятный стандарт, как хранить обложки, названия треков, имена исполнителей и так далее. И это значит, что почти любой современный плеер все это покажет правильно. А вот у WAV с этим, скажем так, настоящая лотерея. Почему лотерея? Разные программы и устройства читают теги по-своему, а то и не читают вообще. Так что вот реальный выигрыш FLAC — это порядок в медиатеке, это просто удобнее. Стоит упомянуть, что теги в WAV имеют в основном широко известный формат ID3, как в MP3 файлах. Метаданные WAV находятся в отдельном блоке данных или чанк. Идентификатор этого блока не стандартизован, и поэтому плеер может просто не понять, что это метаданные. И блок просто игнорируется. Окей, с метаданными убедительно. Это да, это практично. Можно и стоит попробовать оптимизировать сами файлы под ваш конкретный ЦАП, найти вот этот его лучший режим звучания через эксперименты. И это вполне реальный способ получить более чистое воспроизведение. Да. Но важно помнить, результаты будут индивидуальны. Очень сильно зависят от ЦАПа, от всей системы в целом, и от слуха, конечно.
Если вот кто-то не слышит разницы между режимами или настройками конвертера о своей системе, значит, для этой системы сложная переконвертация всей фонотеки может и не нужна. Цель же не сам процесс, а именно слышимое ухом снижение искажений, более достоверный звук. И вот еще мысль напоследок, которую это руководство как бы подкинуло. Мы сейчас говорили, как файл оптимизировать для ЦАПа, чтобы его искажение уменьшить. Но ведь есть еще и качество самой записи, исходника. Насколько вот потенциал всех этих оптимизаций ограничен качеством первоисточника. Если запись изначально, скажем так, не блещет, сильно ли ее можно вытянуть вот такими методами? Где та грань, за которой уже сама запись не позволяет добиться большего? Столько файл не крути. Вот это, мне кажется, интересный вопрос для размышлений. Да. И важно понимать, конвертация Hi-Res — это не просто пересохранение файла. Это адаптация под особенности ЦАП и устройства воспроизведения для лучшего звучания. И если все сделано правильно, вы слышите музыку, а не работу алгоритмов. Звучит философски. Получается, идеальная конвертация та, которую мы не замечаем, потому что она не оставляет следов? Или они настолько ничтожны, что мы их не замечаем? Именно. И тогда внимание возвращается к тому, ради чего все это и делается, к самой музыке. А при воспроизведении аудиофайлов правильно выбранное разрешение может дать выигрыш в звуке на конкретном ЦАП или устройстве. Для тех, кто хочет глубже разобраться в технологии конвертации, в описании под видео есть ссылки на ресурсы AUE Converter и материалы о принципах ресэмплинга. Миф, чтобы тебя услышали, нужно орать в микрофон. Громкость не качество. Главное — техника и владение голосом. Слейся с ним в одно. Держи постоянное расстояние до микрофона, контролируй дыхание. Пой умеренно. Студийный микрофон уловит все. Звук может стать таким грубым, как картинка с заметными квадратиками. Это и есть искажение квантования. А дизеринг — это, по сути, добавление очень-очень тихого, но специально подобранного шума перед тем, как мы понижаем разрядность или просто сохраняем файл. Этот шум как бы сглаживает эти резкие ступеньки, превращая вот эти квадратики искажений в более равномерный, мелизаметный фоновый шум. Вот, и тут самый главный вопрос, мне кажется. Это что значит? Чем выше цифра, тем автоматом лучше звук? Берем DSD 1024 и все аудиофильское счастье. Не совсем так прямолинейно. Смотрите, у DSD из-за этой вот однобитности есть особенность довольно высокий уровень шумоквантования. Цифровой шум, который неизбежен при оцифровке. Но хитрость DSD и сигма-дельта модуляции в том, что основная масса этого шума сдвигается очень высоко по частоте, в ультразвуковую область, которую мы не слышим. Это называется формирование шума или noise shaping. То есть шум как бы убирают подальше. Да, именно. Выталкивают его туда, где он не мешает. И вот тут вступают в игру эти самые DSD-128, DSD-256 и выше. Более высокая частота дискретизации дает, так сказать, больше места на частотной шкале. Появляется больше пространства, чтобы этот шум отодвинуть еще дальше и сделать это эффективнее. Это может позволить либо снизить полку шума в слышимом диапазоне, либо чуточку расширить полезную полосу частот самой музыки, не теряя стабильности. Понятно. То есть больше места для маневра с этим цифровым шумом. В материалах были забавные аналогии для этого. Да, представьте себе такую картину. Ваша любимая музыка — это коробка, которая лежит на дне бассейна. Весь этот цифровой шум, о котором мы говорили, это вода, которая заполняет весь бассейн, накрывая нашу коробку с музыкой. А теперь самое интересное. Система DSD включает огромный вентилятор, и он начинает сдувать воду, то есть шум, подальше от нашей музыки. Вся эта лишняя вода скапливается где-то там, по краям бассейна, в ультразвуковой области, где она нам совершенно не мешает. И вот вопрос. Есть ли практический смысл конвертировать 24 бита в 32? Что говорят? Вот это действительно ключевой момент, который поднимается. Да, указывают, что 24 бита — это то, с чем мы сталкиваемся гораздо чаще. Сам флаг, он гибкий, он поддерживает и 16, и 24, и 32 бита. Но вот целесообразность перевода 24 бит к 32
Это большой вопрос. Технически, да, можно. Но вот добавит ли это реально слышимого качества исходной 24-битной записи, зависит от конкретного ЦАПа, опыта и ощущений слушателя от записи. Понятно. Эта тема особенно актуальна для тех, кто работает с high-res форматами. Мультибитные PCM — это WAV, FLAC, ALAC, AIFF, WavePack и прочее. И однобитные DSD — SACD ISO, DSF, DFF. При создании и хранении музыки часто возникает необходимость переводить аудио между форматами, чтобы они соответствовали требованиям платформ, магазинов загрузок, стримингов, плееров или домашней аудиосистемы. Кроме того, при воспроизведении качество звука может зависеть от аудиоразрешения файла. Поэтому с помощью конвертеров музыки мы можем подобрать то разрешение, которое даст лучший звук именно на нашей системе. То есть даже меломану иногда нужно перешить свой трек под свою систему? Именно. Это и есть оффлайн-конвертация. Ну и вот, предположим, кто-то решил, что ему нужен именно несжатый флаг. Допустим, ради идеальных метаданных и спокойствия души. Как его сделать с помощью программы аудиоконвертера? Сложно? Нет, процесс там довольно простой. Первое. Запускаем аудиоконвертер. В нашем случае это AUI-конвертер. Так, второе. Жмем кнопку Open Files, открыть файлы, выбираем наш исходник, например, WAV или другой формат без потерь. Третье. В главном окне программы там есть панель «Формат». Выбираем флаг, нужную битность от 16 до 32 бит и частоту дискретизации от 4400 Гц до 384 кГц. Тут все стандартно. Окей. Четвертое. И вот это ключевой момент. Идем в Settings. Это настройки. Там вкладка General. Находим ползунок с названием «Степень компрессии флаг». И двигаем его до упора влево, в самый минимум. Вот это и есть режим несжатого флага. Вот оно что. Понял. Нажимаем кнопку «Ок». Пятое. Выбираем папку, куда сохранить результат. Поле Directory Output Files. И шестое жмем «Старт». Все, процесс пошел. Через какое-то время получаем наш несжатый флаг. А опта — это, как я понимаю, что-то со светом связано. Совершенно верно. Оптический компрессор управляет сжатием при помощи лампочки или светодиода и фотоэлемента. Когда сигнал громкий, лампочка светит ярче, фотоэлемент реагирует и усиление уменьшается. Все происходит медленно, с естественной инерцией. Атака и релиз становятся плавными, как будто кто-то медленно крутит ручку громкости вручную. Знаменитый Teletronics LA2A, созданный в начале 60-х, классический представитель этого типа. Его плавное сжатие делает вокал и бас-гитары невероятно музыкальными и теплыми. То есть опта — это про плавность и естественность? Да, он не вмешивается резко, а дышит вместе с музыкой. Оптические компрессоры создают ощущение живого, органичного звучания, как бархатная рука мягко удерживает звук. Хорошо, давай подведем итог. Есть разные архитектуры ЦАП. R2R, Sigma Delta, DSD, NOS. У каждой свои особенности, плюсы и минусы на бумаге. Да, но в реальности лучшего типа не существует. Все решает конкретная реализация. Компоненты, питание, схемотехника. Именно. И плюс есть вот эта интересная возможность поиграть с программной оптимизацией, подобрать режим для своего ЦАПа через конвертацию, выбрать настройки фильтров дизеринга. Это может дать прирост в качестве. И вот мысль напоследок для наших слушателей. Если реализация так важна, и если умный софт может помочь ЦАПу работать лучше, снижая его искажения, то не может ли вот такая грамотная программная подготовка файлов иногда, скажем так, сгладить разницу в звуке между ЦАПами разных типов или даже разных ценовых категорий? Может, больше, чем мы думаем? Друзья, если этот выпуск помог вам лучше разобраться в работе с аудио и открыл для вас что-то новое, для нас это лучшая награда. Не забудьте поставить лайк этому видео, это небольшой, но очень важный жест, который показывает, что мы на верном пути. Также пишите комментарии, если с чем-то не согласны или наоборот все, как вы и думали. Пишите в комментариях ваши вопросы.
И если было интересно, поделитесь ссылкой на видео с друзьями. А чтобы не пропустить наши следующие выпуски, полезные советы и увлекательные погружения в мир звука, подпишитесь на наш канал. Это не просто кнопка, это ваш шаг к тому, чтобы стать частью нашего сообщества, где мы вместе исследуем новые технологии и делимся знаниями. Подписываясь, вы не только поддерживаете нас, но и обеспечиваете себе доступ к эксклюзивному контенту, который поможет вам достигать еще больших высот в работе со звуком. Ваша поддержка вдохновляет нас на создание новых материалов, а мы продолжим радовать вас качественными, информативными и полезными материалами. До новых встреч, друзья, и пусть ваш звук всегда будет безупречным.